Всем известно, кольчуга из мифрилия выдержит даже удар такого здоровенного слонопотама, как пещерный тролль. Я видел собственными глазами. Правда, только в кино. Все в порядке. Я не ранен. Ведь в жизни кольчуга совершенно не распределяет удар, поэтому хоббита Бильбо должно было размазать в кизяк от такого тычка двухтонного зверька. Но это условности кино, и Питеру Джексону такое простительно. Я его люблю, и всех, кто снимал фильм, люблю, и вообще верните мне мой 2000-й. Тот момент, когда я увидал волшебных эльфогномов, и моя подростковая крыша уехала в Нарнию. Да, торкнуло меня знатно, да так, что по сей день я делаю доспехи. Можете заценить на канале. Но все же, какие преимущества и недостатки у кольчуги? Какова история появления и развития ее, и зачем используют сегодня? Какие удары она выдерживает, а какие нет? Все это будет в видео. Итак, кольчуга – это вид защитной одежды, который сплетается из маленьких стальных колечек, что дает ей феноменальную подвижность и легкость изготовления. Правда, людям, незнакомым с производством доспехов, может показаться, что это наверняка невероятно сложно сплести такую кольчужную рубаху. Но для средневекового кузнеца было куда проще получить проволоку, чем большие тонкие листы для латного доспеха. Для таких листов необходима не просто кузница, а целый цех с водяным молотом, поставками качественной стали, коллектив минимум 3-4 мастера с подмастерьями и отлаженный процесс производства, который достигается путем проб и ошибок целых поколений. А от работников требуется набитый глазомер и прямые руки из плеч. Даже в доте с кривыми клешнями делать нечего. Не то что в средневековой оборонной промышленности. Упрощая, можно сказать, кольчугу может клепать сельский кузнец с минимальным набором инструментов. Но латный доспех может делать только комплекс мастерских, обязательно имевшие водяной молот и обеспеченные поставками качественной однородной стали. Даже сегодня делать кольчугу можно сидя у себя дома на кухне, но чтобы сделать латный доспех, нужен хотя бы гаражик с инструментами. Хотя соглашусь, сидеть и плести стальное кружево целыми днями подойдет людям с нарушенной социальной активностью. Хуже них только самые трушные реконструкторы, для которых очень важно, а ручным ли швом у тебя труселя вышиты. Вот примеры кольчужного полотна, которые плетет мастер-кольчужник Максим Кирилюк. Здесь самая примитивная сведенка. Кольца сведены в стык. А это распространенный вариант клепанно-сеченого плетения. Такие ставятся на шлемы для бугуртов. И полотно с титановыми кольцами, которые заварены. Самый настоящий мифрилий. Макс делает кольчи для реконструкторов и спортсменов и начал делать титановые бармицы для бугуртных шлемов. Титан легкий и экономит вес доспеха. Рекомендую заглянуть к нему в Facebook и в магазин на Etsy. Ссылка в описании. Приехал знакомый мастер ко мне шлем закалить, а вообще он и кольчуги плетет, поэтому сейчас мы у него и порасспрашиваем про кольчуги, как они делаются и что это такое. Здорово. О, приветик. Пошли. Вот и я. Так, это его закалить надо, да? Да. Хорошо. Пошли калить. А сюда, да? Нет. Сейчас я дам. А вот лишнее доказательство суровости кольчужников. Я отошел за пластинкой стали, сварочная маска висит в полуметре сбоку. Вопрос, будет ли кольчужник пользоваться сварочной маской? Я уже говорил, что с этими кольчужниками что-то не так. Теперь его приводить к этой стойке? Да, таким клеем. Да. Может маску тебе надо надеть? Что, без маски стоишь? Да. На маску, блин, ты что? Кольца, клепанные кольчуги, они не выдерживают нагрузок тех, которые сейчас есть в бугуртах. Поэтому, собственно говоря, вот я привез тебе на эксперимент, чтобы ты это раздолбал, и вот это раздолбал, и мы посмотрели разницу, и вот это раздолбал. Ну, и мы посмотрели руками совсем. не попробуй. Может, руками Может нет? быть. Да нет, руками, наверное, не попробуй. А попробуй. У меня ногти не дали. Туда не надо. Нет, так и не слишком сильно. Обычно шлем без бармицы весит килограмм 5. Так же, да? Да, И если бармица добавляет нам или килограмм, или 1,5 килограмма, для профессионального спортсмена это все-таки решающий фактор. Полкило на себе. То есть полкило там, в итоге может набежать 2-3 килограмма всего доспеха, ну, если брать какие-то нюансы. 3 килограмма из 20 это хороший процент на самом деле.
А если еще такая бармица пришита к пелерине стеганой, это вообще огонь. Она будет и легкая, в то же время никуда не скатываться, не собираться, не улетать в лицо, там еще не открывать шею. Поэтому... И не ржаветь, потому что если бармица пришита и постоянная влага, то есть пот или вдруг дождь пошел, то это хрен высушишь быстро, Ну правильно? да, эта штука сложна в очистке. Плюсы и минусы кольчуги. Главное достоинство – гибкость и своего рода эластичность, что позволяет носить ее без сковывания движений и закрывать ею трудные места, такие как подмышки, пах, шея. Те места, которые латный доспех или чешуйчатый доспех не может закрыть без существенного стеснения движений. В плюсы заносим простота изготовления и простота починки. Полевая кузница с таким справляется на ура. Далее. Хорошо подогнанная кольчуга почти не стесняет движения. Сюда же простота транспортировки. Кольчугу можно носить незаметно под одеждой. Правда, ее размеры должны быть подогнаны под голое тело. Следующий плюс. В некотором смысле универсальность по размерам. Кольчуга может подойти людям с разной комплекцией, в разумных пределах. Минусы. Кольчуга не держит дробящий удар. Вернее сказать, почти не держит. Все-таки кольцо имеет свою ширину и хоть как-то распределяет удар. К тому же надетая кольчуга на тело имеет натяжение, что также мизерно смягчает импульс удара. Но, как правило, если дробящим оружием ударить по черепу, суставам, костям, то кольчуга не спасает. Хотя сама может остаться целой. Поэтому в бугуртах на стальном оружии кольчуга это чисто декор для того, чтобы скрыть неисторичные части шлема. Правда, при этом она часто имеет тоже неисторическую форму. Следующий минус – по кольчуге не соскальзывает колющий удар, как по пластине. Наоборот, тонкое острие уверенно входит в кольцо с высоким шансом разрушить плетение, что ведет к тому, что кольчуга плохо держит сильные колющие удары. Хотя средние и слабые удары, которые могут быть смертельны для человека без доспеха, она все же может сдержать. От среднего по силе акцентированного удара клинцом кольчуга слабо защитит. И вообще, ее можно пробить ударом гарда меча, так называемым ударом мартхау, это когда держат меч за клинок. На канале есть пара видео про это. Для бугурта кольчуга это не более чем декор, но для реконструкции или же для красоты костюма кольчужные элементы очень уместно использовать. Например, сейчас на мне здесь кольчужная юбка, которая заканчивается примерно вот в этом месте, и кольчужное ожерелье, которое закрывает горло. На корпусе у меня не просто куртка, как часто считают люди, которые не знакомы с доспехами, это бригантина. Под тканью здесь сплошные пластины, расположенные нахлестом друг на друга, поэтому я могу и двигаться, и при этом такая бригантина надежно защитит от дробящих ударов, в отличие от кольчуги. Но в то же время для подвижности бойца очень необходимо поднимать ноги. Для удара, для хорошей заряженной стойки у вас должны подниматься колени. Вот. Вы должны иметь возможность наклониться. И вот здесь кольчуга как раз максимально раскрывает свои преимущества. Она мягкая, видите, как она болтается. Совершенно не стесняет движения, и понятное дело, что в средневековой войне, настоящей, на заточенном оружии, такие кольчужные элементы приносили огромнейшую пользу. Если мы рассмотрим горло, то это очень уязвимое место. Острый клинок легко вспарывает горло противника. С этим может справиться даже слабая женщина или очень-очень уставший воин. Там хватит легкого тычка для того, чтобы попросту убить человека. Мастер по кольчугам Максим Кирилюк предоставил мне для видео 3 кольчужных полотна. Первое кольчужное полотно – это самая простая сведенка. То есть кончики колец здесь не закреплены вообще. Они просто сведены в стык. Конечно, такая кольчуга максимально просто делается, но в то же время она и максимально быстро сыпется. Это кольчужное полотно клепанное. Здесь все кольца склепаны. То есть на каждом кольце кончик расплющен, пробито отверстие и вставлена заклепка. Это уже намного сложнее делать, намного дольше, но и служит такая кольчуга намного лучше. Она не так рвется, как просто сведенка, но от сильного удара алебардой все-таки кольца начинают разламываться, разрываться или же срываться с крепления, потому что эта вся кольчуга красивая, она на шлем банально пришивается ниткой. Ну и, конечно, нитка разрывается очень быстро. А это самый настоящий современный мифрилий. Это титановая кольчуга. Что дает такому полотну определенные преимущества? Первое, оно легче, чем предыдущие 2 варианта. Второе, такое полотно не ржавеет.
Ну, в принципе, на этом преимущества заканчиваются и начинаются минусы. Она дороже почти в 2 раза, чем просто клепо насеченная из обычной стали. Но для профессиональных спортсменов каждые 100 грамм решают, поэтому каждый спортсмен, каждый турнирщик, каждый бугуртный боец втайне мечтает себе заиметь именно такое кольчужное полотно из титана. Ну и чтобы показать, насколько вообще целесообразно такое плетение, мы сейчас сделаем маленький краш-тест. Сейчас я эти кольчужки закреплю на пеньке, положу стеганку и ударю 3 разными оружиями. Топорик, шестопер и двуручный топорик. Да, и перед этим я сниму бригантину, она такая новенькая, и я не хочу ее запачкать. Да и вообще жарко уже. Кстати, вот такие кольчужные ожерелья очень часто носят пряжками на спине, располагая к противнику плотный сплошной слой кольчуги, потому что колющий удар вот с таким вариантом ношения может найти щель, ну и поразить, в общем-то, бойца. Поэтому более правильно носить вот так, как по мне, то красивее носить пряжками вперед, тем более, что они у меня красивые латунные. Но, знаете, вариант более практичный, сплошным плетением на противника. Эта бригантина немножечко маловато на меня, поэтому я буду сейчас с некоторым геморроем снимать ее с себя, потому как помощника и оруженосца тут как бы нет. Изнутри у бригантины вот такие стальные пластины, которые превращают ее в максимально закрытый стальной панцирь. Осталась рыцарская кольчужная юбка. Она снимается очень просто. Вот такими кольчужными вставками закрывался рыцарский доспех, состоящий из лат, то есть пластинчатый доспех. Дело в том, что у каждого доспеха будут щели. Самые распространенные места, где латный доспех не может закрыть тело человека, это подмышки, горло, паховая область, задняя паховая область и места под коленями. Дело в том, что пытаться закрыть в тех местах тело пластинами практически не получается при максимальной подвижности. Номинально закрыть их можно. И такие доспехи делали для турниров или же уже поздние варианты доспехов в 15-16 веках для турниров или очень богатым людям, потому что подгонка таких шарнирных, таких пластинчатых подмышек стоила очень дорого и делалась очень долго. Тем более, что все эти места намного проще закрыть кольчужным плетением, которое будет подвижное, максимально пластичное, в разы дешевле, чем пластинки, подогнанные идеально под тело владельца. Так что кольчуга в средневековье это круто, но кольчуга в современных бугуртах это дорого, тяжело и совершенно непонятно зачем. У меня здесь старая стеганка, которую я раскромсал на краш-тесте про стеганные доспехи, то есть как держит поддоспешник, и ссылка будет в описании. Сейчас я отрезаю от нее кусочки, чтобы сымитировать человека, и если я положу кольчугу чисто на пенек, эксперимент будет еще менее честный и чистый. Сейчас на наглядном примере мы удостоверимся, что вообще может сдержать кольчуга, а чего не может сдержать. Ну и напоминаю, здесь у меня будет 3 варианта кольчужного плетения. Это самая простая сведенка. Единственный вариант, где в бугуртах используется кольчуга, это шлемы. И она там в основном для того, чтобы скрыть чересчур неисторичные места на шлеме. Например, это защита лица, которая делается в виде сварной решетки. И это, конечно же, недопустимо, чтобы на доспехи, которые позиционируются хоть как-то исторически, были видны просто сваренные решетки. Поэтому такие части шлема просто закрываются вот так кольчугой. И для бойцов важно то, насколько долго такая кольчуга будет жить на шлеме, потому что оборванная, ободранная, некрасиво висящая кольчуга тоже недопустима для уважающего себя спортсмена. Поэтому чем дольше служит кольчуга, тем лучше для бойца. Сейчас я сымитировал натяжение кольчуги. Дело в том, что когда кольчужное полотно висит, оно в некотором смысле натянуто. Поэтому я тоже решил похожее повторить. Удар одноручного топорика, наверное, будет самый слабый среди того оружия, которое я выбрал. Поэтому начнем с него.
Я думаю, что тут кольца сразу поразлетаются, поэтому давайте сразу крупным планом сделаем. Кольчуга не разлетелась прямо сразу на осколки, но с каждым ударом появлялось все больше колец, которые были раздвинуты и, по сути, уже не являлись единым целым с общим полотном. Вот, уже надорванная кольчуга просто разрывается руками. Хотя целое полотно я, конечно, так не порву. Короче, сведенка — это не вариант для тех, кто будет драться по-серьезному в бугуртах. Хотя это неплохой вариант для тех, кто не собирается прямо получать такие сильные удары. И для тех, кому важна красота костюма, следующий вариант — это клепанная кольчуга. Иногда такой вариант делается клепано-сеченный, то есть часть колец просто высеченные, а часть колец склепанные. Но здесь у меня в руках чисто клепанка, то есть все кольца склепаны, завязаны сами на себя. Так, я тут случайно уже второй раз не включил запись. Сейчас запись идет. Клепанное полотно получило уже раз 6 топором и раз 6 шестопером. И ни одного кольца разорванного здесь нет. Теперь пробую бить двуручным топором. Пока что все целое. Ой. А вот что бывает, если промазать мимо кольчуги. Ага, вот я вскользь прошел, и колечко, которое было на прутике, оборвалось. Это стандартная ситуация для шлемов. То есть рваться начинают крайние кольца, по которым приходит удар, и тогда уже сыпется вся бармица. А что ж столько машин ездит, а? Не, кольца мнутся, деформируются, но при этом они не разрываются. Единственное кольцо, которое разорвалось, это кольцо, которое получило прямо по пруту. Думаю, что это хороший результат. И теперь очередь титановой кольчуги. Точно так же закрепляю ее на стеганке. Полотно натянулось. Титан — это материал, который очень легкий, но при этом имеет повышенную хрупкость по сравнению со сталью. Поэтому пока что есть сомнения вообще, выдержит ли такая кольчужка удары. На титановой кольчуге у меня получилось разорвать одно кольцо. И скорее всего я просто попал концом двуручного топора прямо по этому колечку. Поэтому оно и вылетело. Все кольца деформированы, но они не разорвались. Те кольца, которые сварены, остались цельными. Одно кольцо, я смотрю, здесь вот разошлось, но большая часть просто погнулись, и при этом сварка не порвалась. Я думаю, что титановая кольчуга показала хороший результат. В моем варианте эксперимента можно сказать, что она не получила вообще никакого ущерба, так же как и клепанная кольчуга из обычной стали. Да, есть некоторые поврежденные кольца, но эксперимент не чистый, поэтому я думаю, что она держит 100% не хуже удар, а может даже и лучше. Но чтобы проверить, лучше или нет, это надо уже проверять кольчугу на шлеме, потому что на шлеме кольчуга провисает, и получается, что мы бьем по полотну колец просто в пустоту, то есть в решетку. И тогда усилие на разрыв намного выше, и часто можно видеть оборванные бармицы у ребят в бугуртах. Но для костюма и для реконструкции кольчуга — это очень правильно и очень круто. Она добавляет своего шарма, и я лично очень часто пользую на своих фотосессиях. Кольчужные элементы мне очень нравятся. А теперь кратко об истории развития кольчуги.
Она насчитывает более 2000 лет. Ее изобретателями считаются кельтские племена, жившие на территории Европы и добравшиеся до Ближнего Востока. Кольчуга кельтов имела вид безрукавки с широким воротником-пелериной. Фрагмент кельтской кольчуги найден возле Киумешти, Румыния. Кольца найденных фрагментов были трех типов – заклепанные, цельные и соединенные в стык. Собственно, это все варианты колец для кольчатого доспеха, где бы их ни делали. От кельтов кольчуга пришла к римлянам. Покрой римской кольчуги Лорика Хамата повторял традиционный античный доспех с наплечными лямками без рукавов. Кстати, Гервант из Рыбии носит похожий доспех в трейлерах игры. На перевале Грузувское седло в древнем святилище найдены фрагменты римской кольчуги. Звенья были очень разными по диаметру, от 3 до 12 мм. Большая часть от 4 до 6 мм в диаметре. Лорика сегментата стала самым массовым доспехом легионеров империи. Ее носили пехотинцы и кавалеристы. Уже в первые века нашей эры кольчуга распространяется от Британии до Ближнего Востока. Уникальным вариантом была комбинация кольчуги и чешуи Лорика Хамата Сквамата. Бронзовые пластинки вплетались в кольчужное полотно для усиления. С падением Рима в V веке кольчуга не была забыта. Наоборот, она использовалась всеми варварами, населявшими территории бывшей империи и за ее пределами. Кольчуга была очень проста в изготовлении, а вот сегментные латы, сегментата, ушли в прошлое. В истории доспеха Европы наступил период кольчуги. Он продлится аж до 13 века. То есть, если мы говорим о воине этого времени, то в 90% случаев его защищала именно кольчуга. Она, конечно, была разной по длине и комплектации. Знаменитый гобелен из Байе, вторая половина XI века, изображает завоевание Англии нормандскими рыцарями. Долгое время доспехи, изображенные на нем, интерпретировали как чешую, ламелляр, стеганку или даже нашивную кольчугу. Правда, реконструкторы 19 и 20 века рисовали варианты брони из кольчатых колец, пришитых к ткани кожаными ремешками. Современные исследователи категорически отрицают возможность такого доспеха. Главный аргумент – археологи не нашли ни единого доказательства его существования. Мне лично такой вариант кажется тоже ненадежным, просто пришитые колечки наверняка слабо защищают от оружия, тем более от колющих ударов, ведь кольца не сплетены в единое целое полотно. Именно кольчуга Хауберг защищала рыцарей эпохи крестовых походов. Постепенно она обзавелась длинным рукавом, варежками, чулками и капюшоном. Такой комплект был относительно легким, около 12 кг, почти не стеснял движения и защищал от тогдашнего оружия вполне прилично. На востоке также господствовала кольчуга. Мусульмане иногда покрывали кольчугу тканью с двух сторон, зашивая доспех в одежду. Вероятно, для того, чтобы предохранить кольчугу от перегрева под лучами солнца. Что касается наших предков, они употребляли те же самые кольчуги. В X-XIII веках слово «кольчуга» не знали, а кольчатый доспех называли просто «бронь». Ближайшие соседи Руси также пользовались в основном кольчатым доспехом. Изменения начались в XIV веке на западе Европы. Появление пластинчатого доспеха, бригантины, а потом и рыцарских лад сделало ненужным ношение кольчуги на корпусе. Ее фрагменты пришивали к поддоспешнику, таким образом сочетая подвижную защиту в неудобных местах с пластинчатым доспехом. Также кольчуга сохранилась в виде юбки для защиты паха и бедер. Часто старые кольчуги разбирали для изготовления отдельных вставок в комплект латной защиты. А на востоке усилением кольчуги стал кольчато-пластинчатый доспех, сочетавший и гибкость, и прочность. Например, бахтерец из узких мелких пластин. Доспех из довольно крупных пластин, застегивающийся как кафтан спереди, называли юшманом. Как и в бахтерце, пластины юшмана были с нахлестом. Более простым вариантом был калантарь, пластины которого оплетались кольчугой со всех сторон. На востоке же изобрели и кольчугу из уплощенных колец. Если плоские кольца были очень большого диаметра, доспех называли словом байдана. Плетение из мелких уплощенных колец, собранных не гвоздиком, а небольшим шипом, называют панцирным. К XVI веку кольчуга все еще используется и в Европе, но постепенно занимает нишу вспомогательного или гражданского доспеха. Кольчугу надевают под одежду и дуэлянты-бритеры, и наемные убийцы, и даже законопослушные граждане. Такой вот бронежилет для всей семьи. Известны гражданские кольчуги даже XIX века. Писатель Александр Дюма описывает ношение кольчуги своими современниками, вероятно, исходя из личного опыта. На поле боя кольчуга вернется уже в 20 веке, в варианте защитной маски первых танкистов. Кстати, на канале есть ролик о том, как на поля Первой мировой вернулось средневековое оружие, ссылка будет в описании.
Получается, что кольчуга вообще не пропадала из обихода воинов, менялись только ниши ее использования. Альтернативным вариантом развития кольчуги может быть Япония. Там использовали мелкокольчатый доспех кусари или гузари, дословно цепочка. У японской кольчуги был ряд особенностей. Кусари плели из мелких колец без склепки. Кольчугу всегда нашивали на ткань и окрашивали, например, темным лаком для защиты от влаги. Плетение также сильно отличалось от европейского. Кусари плели, соединяя кольца под 90 градусов относительно рядов. Соединительные колечки, стоящие к зрителю ребром, могли быть овальной формы. Часто использовались варианты небольших многоугольных пластинок, соединенных кольцами в стык. Примером использования японской кольчуги могут быть наручи коте или готе. Также известны кольчужные шлемы и налобные повязки хатимаки. С началом движения полигонных ролевых игр в странах СНГ и первых турниров по историческому фехтованию самым популярным доспехом становится именно кольчуга. Ее делали из промышленной проволоки разного диаметра, соединяя кольца в стык плоскогубцами. Особо сообразительные собирали кольчуги из гроверных колец. Кстати, пока монтировал этот ролик, я задал вопрос в Фейсбуке, может ли кто-нибудь прислать мне фото старых кольчуг, которые делали на заре зарождения реконструкторского движения. И мне прислали много чего разного, но очень мало кольчуг. Самый топ комментариев пишут: у меня есть такая кольчуга. Точка. То есть коммент без фото. Я сразу решил проверить, может я забыл написать, что мне нужны фотографии. Нет, не забыл. Дописал отдельной строкой, что мне нужны именно фотографии, но многие все равно похвастались, что у них где-то там оно припрятано, и с чувством выполненного долга уплыли дальше серфить по Фейсбуку. Спасибо, вы мне очень помогли. Наверняка они решили меня просто подразнить, ведь у меня такого антиквариата нету. А они такие олдфаги. Кольчи крафтили, пока ты, Слава, школотой мелкой, бегал с доской вместо меча. Да. Зато знакомый Артем рассказал очень забавную историю. Как-то раз, во время выступления музыкальной группы, они надели на своего друга кольчугу из гроверных колец, а сверху нацепили презервативы с кровью, а потом белую футболку. И потом этому парню пилили пузо болгаркой, прямо на сцене, во время выступления. При этом двое других дружбанов держали его за руки. Охрана на концерте была немного в шоке. По словам очевидцев, кровь и искры брызгали во все стороны. Знаете, я хотел посмотреть фотки. Хотел узнать, а был ли кожух на болгарке? Да, у них был кожух на болгарке. Если есть кожух на болгарке, то, конечно, ею можно пилить пузо своему другу. Они же придерживаются техники безопасности. Что вообще могло пойти не так? Но, как я понял, все обошлось и никого никуда не намотало. Типичная ошибка выжившего. И знаете, чем все это закончилось для Артема? На этом весьма культурном событии он встретил свою будущую супругу. Я уже представил, как все было. Он увидел ее. Это было мгновение, которое заставляет сердце биться чаще. Их взгляды встретились. Между ними пролетела искра нежных чувств. И время остановилось. Он, она, а на фоне намотанные гондоны на болгарку разлетались по сцене, разбрызгивая кровищу. Это вокалиста пилят отрезным диском со скоростью вращения 11 тысяч оборотов в минуту. На сцену залетает бледный охранник. Но все это, конечно же, не важно, бо це справжнє кохання. Интересно, какую историю первого знакомства будущая невеста рассказывала маме с папой? Мораль. Если у тебя друзья дебилы, носи кольчугу. Носи кольчугу. Пригодится. Но все-таки на мою просьбу откликнулись и фотографии прислали тоже. Особенно хорошо выглядит кольчуга из гроверных колец. А если она черненая или латунированная, то такая кольча еще и не ржавеет. Вот еще кольчужки из тех диких времен. Я вот вообще подумал, круто было бы сделать ролик о том, как весь этот движ начинался и как это происходило. Как вам такая идея? Можете даже в комменты написать какие-то дикие истории, которые знаете с толкинистами. Итак, кольчуга – это древний вид доспеха, который применяется и в наши дни. Кроме тех случаев, когда некоторые homo sapiens, не обделенные излишками интеллекта, решат повысекать искры из тушки своего собрата по разуму. Полиция ФРГ вспомнила опыт предков и дополнила защитное снаряжение сотрудников кольчугой. Прежде всего, тонкая кольчуга защищает от ножей и бутылок уличных хулиганов. Также в СМИ упоминалось, что кольчуга нужна для защиты немецких правоохранителей от электрошокера. Любопытно, что сами полицейские в Германии не имеют права им пользоваться.
Тем не менее, кольчужные рубашки, штаны, балаклавы и перчатки верой и правдой служат потомкам крестоносцев. Кольчуги носят вместе с современными касками, бронежилетами и пластиковыми протекторами. А еще кольчужную защиту используют при обвалке мяса, перчатки и фартухи. А еще ее носят дайверы-экстремалы, когда хотят, чтобы акула сделала им немножечко кусь-кусь. Вывод. Кольчуга проста в изготовлении, не требует особо прочного металла. Ее можно изготовить относительно быстро, не нужно быть мега крутым мастером, чтобы уметь соединять колечки друг с другом. В ношении правильно собранный доспех удобен, и его можно носить скрытно, под одеждой. В настоящем бою с использованием заточенного оружия кольчуга несомненно принесла бы пользу, но в бугуртах от нее очень мало пользы для бойца. Хотя кольчужное плетение поверх решетки на лице защитит от случайного тычка оружием, это плюс. Но в то же время кольчуга используется реконструкторами для восстановления рыцарского доспеха, а дополнив кольчугой фэнтези-стилизацию доспеха, получится придать более правдоподобного вида броне. И если вы решили приобрести кольчугу, рекомендую Макса. Напоминаю, контакты в описании. Если вам понравился ролик, то вы можете помочь в развитии такого контента. Проблема в том, что ковка доспехов и тесты доспехов не распространенная тема на YouTube. Таких каналов практически нету. Поэтому мои видео не могут рекомендоваться к другим в такой же тематике. В то же время очередная ковка ножа из напильника или подшипника будет рекомендоваться к другим похожим. А таких роликов на YouTube сотни, десятки тысяч. Я проверял, у меня как-то ковка ножа собрала 100 тысяч просмотров за 2 недели, пока YouTube не посчитал, что это огнестрельный контент и не выкинул его из рекомендованных. Поэтому, если вы поделитесь этим видео с друзьями, это очень поможет продвижению контента. А патронам этого канала вообще огромнейшее спасибо. Всем пока.